Спорим, бывало у тебя такое, что включив какое-нибудь культовое аниме из начала нулевых, ты обнаруживал, что с ним как будто бы что-то не так. Вот какое-то оно все мыльное, нечеткое, тусклое, да и сама анимация местами очень скудная. И это тем более не говоря о позорно низком разрешении, что встречается крайне часто. А потом включаешь аниме, которое вышло на несколько десятков лет раньше, и на контрасте с предыдущим просто с того, насколько же в нем детализированная картинка, как же много насыщенных красок и разнообразных эффектов, какая же плавная анимация и, что самое главное, современное HD разрешение. Причем подобная ситуация встречается даже в далеко не самых популярных или высокобюджетных произведениях, но и среди нишевых тайтлов, которые сейчас мало кто стал бы просто так смотреть. В противовес этому существует целая куча аниме-тайтлов из начала нулевых, которые многие зрители до сих пор всей душой любят и с изрядной частотой пересматривают. Например, «Крутой учитель Онидзука» действительно культовое аниме, которое всегда попадает во всевозможные подборки и списки рекомендаций, но тем не менее его до сих пор можно посмотреть исключительно в разрешении 480p. И это еще не говоря о том, что сама анимация в нем местами очень сильно хромает. Но при этом существует аниме Slam Dunk, которое по своей атмосфере находится примерно в той же плоскости, только вот оно вышло на целых 6 лет раньше, а по уровню анимации выглядит на 2 головы выше. И вот его-то почему-то сейчас с легкостью можно посмотреть в современном HD разрешении. Но в этом случае еще можно поспорить о том, что это разные по масштабу проекты, за которыми стоят разные студии с разными бюджетами, да и сам Slam Dunk куда более успешен, чем «Крутой учитель Онидзука». Тогда объясню на примере одной вполне конкретной амбициозной студии, про которую у меня как раз таки есть отдельное очень крутое видео, и это я говорю про студию Gainax. Просто для сравнения, вот так выглядят аниме, которые студия выпускала в конце 80-х, когда у нее буквально не было денег на масштабные проекты. А вот так выглядят аниме, которые вышли в начале нулевых, уже после всемирного успеха Евангелиона, то есть в момент, когда студия могла себе позволить реализацию всех самых безумных идей. Но что же такого в середине 90-х годов произошло, что все талантливые аниматоры как будто бы в одно мгновение вымерли, из-за чего всем японцам пришлось учиться рисовать и анимировать заново. И вот об этом странном, но удивительном феномене, который случился на рубеже двух эпох, когда старое аниме оказалось буквально лучше большинства нового, в этом видео я и расскажу. Для начала стоит обозначить, что существует две вполне конкретных аниме-эпохи, опирающихся непосредственно на сам метод создания анимации, чей стык и случился плюс-минус в середине 90-х годов. Это традиционный, то есть классический метод, и нетрадиционный, а именно цифровой метод. Традиционный способ создания анимации – это работа преимущественно с целлулоидной пленкой, представляющей из себя лист прозрачного плотного пластика, который по своим свойствам чем-то напоминает бумагу. Грубо говоря, именно на лист целлулоида и наносились контуры героев или объектов, после чего команда художников-колористов вручную заливала их краской, отправляя затем сушиться. А когда вся работа была проделана, лист целлулоида размещали поверх фонового рисунка, фотографировали, затем клали следующий лист, снова фотографировали и так далее. В результате чего сменяющаяся последовательность фотографий и создавала иллюзию движения, которую мы и называем словом анимация. И вот таких уникальных кадров могло быть по 4, 8 или 12 на одну временную секунду. И чем больше их было, тем более плавной и четкой казалось само движение героев или объектов в сцене. На словах звучит легко и просто, но на деле этот процесс был куда более муторный, так как осуществлялся на огромной металлической махине с кучей надстроек и световых фильтров, позволяющих добавить сцене множество интересных эффектов по типу бликов от солнца, как будто бы аниме снималось на настоящую камеру, или переливающихся на фоне морских волн, которые появлялись чуть ли не в каждом втором аниме из 80-х и 90-х годов. Причем во многих старых аниме эту самую целлулоидную пленку очень даже хорошо видно за счет того, что целлулоид как материал легко пачкается, царапается и притягивает к себе всевозможную пыль. Более того, в целях экономии большие студии частенько использовали одни и те же целлулоидные листы в разных контекстах и ситуациях. Так, например, появилась культовая сцена трансформации Sailor Moon, которая без каких-либо изменений появляется буквально в каждой серии, но при этом тем самым позволяет аниматорам перенаправить свои силы на создание других оригинальных, не менее зрелищных сцен. И на самом деле все эти пылинки, незасохшая местами
краска, а также повторяющиеся в целях экономии моменты должны выбивать нас из повествования, давая нашему мозгу сигнал о том, что все, что мы сейчас видим на экране, не более чем простая последовательность картинок, которую за кадром озвучили несколько человек, даже не особо стараясь попасть в губы своих героев. Но в случае традиционного способа создания анимации происходит какая-то удивительная магия. Ведь вместе со всем этим приходит и осознание того, что все увиденное тобой на экране создано кем-то полностью вручную, что делает каждый кадр, каждую сцену, каждый объект и каждый фон полноценным произведением искусства. Но самое безумие начинается тогда, когда выясняется, что для одного кадра может понадобиться даже не один и не два листа целлулоида, а то и все 5. Ведь чем больше в сцене объектов, действующих лиц, а также эмоций, которые они испытывают, тем большее количество слоев для создания одного кадра будет необходимо. А если добавить сюда взрывы, брызги крови, пролеты камеры, эффект параллакса и прочие сумасшедшие, но нереально зрелищные решения, то количество итоговых листов всего лишь одной сцены может увеличиться 10-кратно. Так что по этой причине у высокобюджетных полнометражных аниме по типу Акиры суммарное количество целлулоидных листов могло достигать нескольких десятков тысяч, и каждый из них был создан командой аниматоров полностью вручную. Просто задумайся, насколько же это был колоссальный труд. Так что переход в цифровое пространство, где все проще, легче и быстрее, а любую ошибку можно исправить простым сочетанием клавиш Ctrl-Z, был лишь вопросом времени. Причем попытки интегрировать цифровое изображение в классическую двумерную анимацию были предприняты еще в начале 80-х годов, в золотую эру японской анимации. Так, например, в вышедшем в 83 году аниме Golga 13 в начальной заставке можно было увидеть самые настоящие трехмерные модели, а ближе к концу фильма и вовсе появляется сцена, созданная целиком при помощи компьютерной графики. А уже год спустя, в 1984 году, выходит аниме под названием Lensman, режиссурой которого займется сам Йошиаки Кавадзири. И вот там смесь цифрового и традиционного изображения оказалась куда более интереснее и разнообразнее, так как являлась главной фишкой всего произведения. Но учитывая, что все это создавалось при помощи массивных доисторических компьютеров, чья суммарная вычислительная сила все равно была слабее любого современного телефона, на тот момент это не было упрощением жизни для самих аниматоров, а скорее наоборот, подкидывало им множество новых экстраординарных проблем. Так что поначалу использование цифрового изображения, да и в целом компьютера для создания анимации было чем-то из разряда интересных экспериментов, но никак не повсеместной практикой. И если ты вдруг хочешь отдельное видео подобного формата про то, как именно развивалась трехмерная анимация в аниме, то с тебя лайк и комментарий под этим видео, и тогда я пойму, что эта тема однозначно заслуживает своего внимания. И вот уже к середине 90-х годов компьютеры и программное обеспечение становятся все доступнее, понятнее и дружелюбнее, так что закономерным шагом для всех студий оказывается вести работу над анимацией не только как это было принято полностью физически, но и немножко все это дело приправлять новыми на тот момент технологиями. Так начинаются попытки подружить традиционный способ создания анимации с цифровой средой, только вот продлится этот период буквально несколько лет. И тут можно вспомнить такие аниме как «Призрак в доспехах», «Ковбой Бибоп» или «Юный революционер Утена», для которых основная анимация по традиции создавалась с помощью листов целлулоида, после чего уже поверх были добавлены объекты и визуальные эффекты, созданные при помощи компьютера. И это было сделано настолько изящно, органично и невычурно, что наличие трехмерных моделей вообще ни капли не бросалось в глаза. И я думаю, что многие зрители раньше и вовсе не обращали на это никакого внимания. Но если это все было просто из разряда такого маленького выпендрежа, мол, посмотрите, а мы вот тоже не стоим на месте и потихоньку учимся пользоваться компьютером, то вот аниме 2001 года выхода под названием Метрополис в своей идейной основе создавалось именно как синтез классики и будущего, в итоге став окончательным переходом от одного к другому. И это аниме действительно уникальный пример того, как противопоставление традиций и технологий будущего может работать на нескольких уровнях повествования сразу. Во-первых, как я уже и сказал, это аниме состоит в равной степени из традиционной анимации и цифрового изображения. А во-вторых, манга, которая легла в основу этого аниме, была написана еще в далеких 50-х годах самим отцом-основателем всей японской анимации, чье имя Осаму Тедзука. Только вот аниме-экранизацией занялись его тогда еще молодые и амбициозные наследники, режиссеры Кацухира Отома и Ринтаро. И в-третьих, само наполнение истории, от сюжета, в котором роботы старого поколения противостоят роботам нового поколения, и до визуального оформления, которое совмещает в себе архитектуру 30-х годов и высокотехнологические изобретения будущего. Это все невербально говорит нам о противопоставлении старого
старого и нового. И то, как в свое время Акира вывел традиционную анимацию на абсолютно новый уровень мастерства, показав всему миру, на что действительно способны японские аниматоры, так спустя более десятка лет Метрополис стал для нее завершающим аккордом. И интересно, что за обоими этими произведениями стоит один и тот же человек. И вот уже к началу нулевых буквально все крупные студии уже чуть ли не полностью перешли на исключительно цифровой способ создания анимации, так как это было куда дешевле, прогрессивнее и давало огромный спектр ранее невиданных возможностей. Но если на тот момент такой подход всецело себя оправдывал, так как шел в ногу с прогрессом, то вот спустя годы для нас, зрителей, он сыграл очень даже злую шутку. Ведь, как я уже и говорил в видео про студию Gainax, на тот момент для всех студий, аниматоров и режиссеров это были абсолютно новые технологии, к которым всем, даже самым опытным мастерам своего дела, еще только предстояло привыкнуть и прочувствовать какие-то особенно тонкие моменты. Так что по понятным причинам аниме начала нулевых, имея технологии будущего, глобально ничего нового не могло предложить, да еще и выглядело местами как-то криво-косо. Ведь то, что аниматоры еще только учились пользоваться новым софтом, совсем не означало то, что им не надо было больше работать. Потому то тут, то там стали вылезать какие-то мелкие визуальные косяки. Но больше всего бросается в глаза, как я уже и говорил, повсеместная блеклость картинки, так как буквально какое аниме не включи, каждому не хватает какой-то насыщенности и яркости. Они все выглядят как будто бы 50 оттенков серого. И если раньше я думал, что тогда просто была такая мода на серые невзрачные краски, то потом нашел информацию о том, что перейдя в цифровое пространство, японцы на тот момент банально еще не научились нормально раскрашивать картинку. Ведь раньше данный процесс производился по абсолютно другому принципу, так как большая часть аниме создавалась с расчетом на то, что его будут смотреть на старом телевизионном экране, а потому все цвета должны были быть насыщенными и яркими, не сливаясь при этом в единую кашу. Но тут аниматорам еще только предстояло найти такой баланс цветов, чтобы аниме можно было с комфортом смотреть на абсолютно любом устройстве. И я даже нашел такую информацию, что первым аниме, у которого не было никаких проблем с цветокоррекцией, и оно выглядело ровно настолько, насколько должно было выглядеть, оказалась «Меланхолия» Харухи Судзумии, которая вышла аж в 2006 году. И я бы не стал хоть сколько-нибудь доверять этой информации, если бы аниме, вышедшее после 2006 года, не стало действительно выглядеть куда более ярко и сочно по сравнению с тем, что выходило в начале нулевых. Но это все на самом деле не так уж и страшно, так как унылая цветовая палитра добавляет аниме той эпохи определенной эстетики, которая, думаю, многим придется по вкусу. Другое дело, что цифровой способ банально облегчил сам процесс создания анимации, так как требовал куда меньшего количества художественных навыков и практического опыта, из-за чего порог вхождения в индустрию стал значительно ниже. И на глобальном уровне это означало то, что средний уровень качества анимации в популярных произведениях сильно просел. Ведь теперь, имея компьютер и установленный на нем софт, созданием аниме мог заниматься буквально каждый. И это еще не говоря о том, что стало куда проще отправлять часть работы на аутсорсинг людям, которые редко когда искренне заинтересованы в том, чтобы итоговый продукт получился круто. Потому над тем самым исконно японским аниме стало работать огромное количество корейских и французских аниматоров. Я тут не так давно пересматривал первый сезон Наруто и просто с того, насколько же там много откровенно халтурных сцен. И дело тут даже не в той самой студии Pierrot, которая стала символом ужасной анимации нулевых, а в том, что, как я уже и сказал, порог качества сильно упал. Да, в Наруто очень крутые боевые сцены, создать которые без использования компьютера было бы просто невозможно. Но есть и такие моменты, которые наоборот было бы невозможно создать в традиционную эпоху, так как они выглядят просто отвратительно. Но поскольку тогда даже профессионалы своего дела были вынуждены переучиваться, то любой опыт, даже не самый удачный, был ценным. Но даже не это стало главной проблемой цифровой анимации, а то, что она фактически оказалась ограничена тем разрешением, в котором была создана. А потому максимальный предел качества большинства тайтлов того времени это 480p, ведь на тот момент такого разрешения было более чем достаточно, да и компьютеры того времени вряд ли могли предложить большее. Только вот с тех пор стандарты качества успели вырасти в несколько раз, а потому смотреть старые тайтлы на широком экране местами, мягко говоря, некомфортно. Конечно, некоторые энтузиасты улучшают старое аниме при помощи нейросетей, и иногда у них это очень даже хорошо получается. Но чтобы на профессиональном уровне потянуть старые тайтлы под современные стандарты, это нужно найти исходные материалы, как-то восстановить оригинальные проекты, все это заново пересобрать и перерендерить, что по одной лишь задумке колеблется где-то между нецелесообразной идеей и абсолютным безумием. Потому такие аниме, как тот же Крутой учитель Онидзука, Хелсинг из 90-х или Бэк Восточная ударная группа, мы уже вряд ли посмотрим
смотрим в настоящем HD разрешении. Тут, к слову, не так давно у аниме Обан вышел обновленный ремастер, которым усердно занимались несколько лет, так как для него пришлось вручную улучшать буквально каждый кадр. Но и то не сказать, что изображение стало многократно лучше, так как для этого, как я уже и сказал, проект пришлось бы собирать с нуля. А вот с традиционной анимацией все гораздо проще, ведь она изначально переносилась на аналоговую пленку, которая сама по себе имеет очень высокое разрешение картинки. Так что улучшить качество тайтлов, сделанных до перехода в цифровое пространство, куда более осуществимая задача. Таким вот образом, в 2001 году Акеру перегнали из аналогового формата в цифровой, хоть там и пришлось изрядно попотеть для того, чтобы убрать все визуальные дефекты, поработать с цветокоррекцией для того, чтобы цифровая версия полностью соответствовала оригиналу и все в таком духе. Так что это не так просто, как звучит, но это все еще в 100 раз легче, чем улучшить качество тайтлов, у которых изначально было очень низкое разрешение картинки. И даже если вдруг произошла какая-то беда и по каким-то причинам перегнать пленку в цифру нет возможности, то если у студии сохранились все исходные материалы, что случается не так уж и редко, аниме можно банально пересобрать заново. Так, например, произошло с аниме Dragon Ball Kai, которое является ремастером аниме Dragon Ball Z. И для его создания аниматоры собрали оригинальные исходники, выкинули из истории все филлеры, перемонтировали содержимое эпизодов, сделав сюжет максимально приближенным к оригинальной манге, подправили цветокоррекцию и исправили прочие мелкие косяки, а также с нуля перезаписали всю звуковую дорожку, добавив новые опенинги и эндинги. Таким образом, мы получили как бы новое аниме, которое при этом целиком опирается на материалы оригинальной версии. Конечно, это крайне уникальное явление, и подобного я больше нигде не встречал, так что если знаешь еще примеры того, как аниме заново пересобрали, то опять же пиши об этом в комментариях. Но если говорить в целом, то однозначно есть тенденция того, что старые и даже очень старые тайтлы с завидной частотой подтягивают под современные стандарты качества, в то время как множество культовых аниме из ранних нулевых все еще можно посмотреть исключительно в разрешении 480p. И эта ситуация вряд ли уже когда-нибудь изменится. К счастью, нейросети уже действительно в состоянии все это пусть и фейково, но исправить, так что пройдет еще пара лет и в любом онлайн-плеере появится кнопка, позволяющая потянуть любое видео вплоть до 4К. Но справедливости ради скажу очевидную вещь, что отказ от традиционного способа и полный переход в цифровое пространство был неминуемым этапом развития, а общий упадок качества анимации в индустрии был за него вынужденной платой. Тем более, что традиционная анимация в том числе далеко не сразу стала настолько выдающейся, так как перед этим еще лет 20 выглядела очень даже так себе. Но за это время успело появиться на свет несколько поколений аниматоров и режиссеров, которые, опираясь на опыт прошлого, старались привнести в свое ремесло что-то новое. Так и цифровая анимация уже после середины нулевых стала очень быстро и активно развиваться, благодаря чему мы получили десятки сочных, зрелищных и красивейших аниме-тайтлов, смотря которые уже точно не получится жаловаться на качество анимации или на насыщенность цветов. И уж тем более то, на каком уровне японская анимация находится сейчас, тут лишь самый настоящий безумец будет в состоянии жаловаться. Конечно, это не говоря о содержимом этих самых аниме, так как вот тут как раз таки найдется о чем еще поговорить. И все же, если тебе было интересно послушать про историю японской анимации и ты хочешь еще, то ставь лайки, подписывайся на канал, пиши комментарии, так как мне еще о многом предстоит рассказать, но только при условии того, что тебе об этом будет интересно послушать. А мерилом того, насколько же эта идея будет целесообразна, служит, конечно же, твоя активность под этим самым видео. Отдельно передаю приветы всем бустерам, которые поддерживают меня монетой и помогают моему каналу существовать дальше. И на этом у меня все. А пока.